14 июня 1940 года Париж пал. По улицам и бульварам барона Османа, которые еще вчера были символом прекрасной эпохи, теперь разносится грохот немецких сапог. Французское правительство бежит, а 84-летний маршал Филипп Петен просит Гитлера о перемирии. Франция капитулировала. Для Анри Матисса, человека, чья жизнь была посвящена цвету и свету, наступила абсолютная тьма. Как и для миллионов других людей, кто не был готов смириться, не был готов сдаться. Это была третья в жизни Матисса война. Первую, франко-прусскую, еще в XIX веке он застал совсем ребенком. Затем, во время Первой мировой, он пытался пойти на войну добровольцем, пойти на фронт, но ему отказали по состоянию здоровья. И, конечно, из-за возраста, ведь мастеру было уже за 40. Он оставался во Франции, продолжая работать, несмотря на очень тяжелую атмосферу. И вот теперь третья война. Матиссу уже 70, и он глубоко больной человек. Но он не позволяет себе сломаться, несмотря ни на что. Тревога. Постоянная тревога становится спутником его жизни. Где его семья? Живы ли они? В эти дни его единственной связью с миром становятся короткие телеграммы. Особенно Матисс боится за дочь, Маргарит. Он всегда очень любил дочь, часто писал ее портреты. Буквально накануне падения Франции Марго мчалась на автомобиле по проселочным дорогам Аверни в поисках сына. Когда она узнала о капитуляции, закричала: «Никогда! Я скорее умру с оружием в руках». В середине лета того же года Матисс получает известие. Все родные в безопасности. Но сама страна расколота надвое. Север оккупирован, юг под властью марионеточного правительства Виши. У художника есть все возможности уехать. Его зовут в Сан-Франциско, преподавать в Соединенные Штаты, но он остается. Несмотря на все возможности. Позже Матисс напишет об этом сыну Пьеру. «Я чувствовал бы себя дезертиром. Если все, кто на что-то способен, удерут из Франции, кто же здесь останется?» К концу августа 1940 года Анри Матисс возвращается в Ниццу. Но это уже не тот солнечный рай, который он знал раньше. Город замер в ожидании. Итальянские фашисты могут войти в него в любой момент. Матисс включает режим строжайшей экономии. Он понимает, наступают темные времена. И он начинает эвакуацию своего мира. В сентябре художник отсылает в Базель, глубь страны, свои картины, любимые пластинки, мебель, бронзу. Он буквально раздевает свою мастерскую, оставляя лишь голые стены. Он не хочет, чтобы то, что он любит, досталось немцам. Но война добирается и до самых маленьких радостей. Осенью начинаются перебои. Исчезает бензин, продукты. Все это становится роскошью. И Матисс совершает поступок, который ранит его в самое сердце. Он начинает распродавать своих птиц. Тех самых птиц! Анри Матисс очень любил птиц, да и вообще животных. Он распродает птиц, которые годами наполняли дом щебетом и жизнью. И для художника это, конечно, удар. Тогда он пишет сыну Пьеру: «Меня убивает эта неопределенность и жгучее чувство стыда. Стыда за катастрофу, в которой я не повинен». В это время Матисс вспоминает свой разговор с Пабло Пикассо, который состоялся еще в мае. Тогда уже стало ясно, что хваленая неприступная линия обороны, которую годами строили старые генералы, фикция, карточный домик. Пикассо сказал своему другу горькую правду: «Знаешь, Анри, все это идет, как в школе изящных искусств. Если бы все делали свое дело так же честно, как мы с тобой, трагедии бы не было». Эти двое, великий испанец и великий француз, несмотря на все различия в происхождении, темпераменте и подходах к искусству, всегда относились друг к другу с пониманием и большим уважением. Матисс старше на 12 лет. Он воплощал собой старую школу. Воспитанный в пикардийской строгости, он говорил сдержанно, одевался как английский джентльмен и смотрел на мир с невозмутимым спокойствием. Его душа вибрировала любовью ко всему живому, охватывая Вселенную особенным взглядом.
Пикассо же был воплощением страсти, бунта, андалузский свирепый бык, одержимый желанием анализировать, вскрывать, разрушать, чтобы достичь сути. Он был бунтарем, в то время как Матисс – мудрецом. Один излучал свет, другой таил скрытую, яростную энергию. Они были комплементарны, как красный и зеленый, и противоположны, как белый и черный. И оба почитали своих предшественников – Сезанна, Делакруа, Мане, Ван Гога. «Вы знаете, я решил не покидать Ниццу», повторил своему старому другу, художнику Пьеру Бонару, Матисс в письме от 17 октября 1940 года. «Я не представляю себе, как буду начинать все сначала где-то еще. Меня приглашали в Сан-Франциско преподавать в художественной школе. Я отказался. Я не представляю себе, как смогу бежать из Франции в данный момент». Ужасы войны усугубляет личный ад Матисса. Острые боли в брюшной полости разрывают его тело, а знаменитые эскулапы ошибаются. Они лечат сердце, не замечая, что проблема в другом. В ноябре очередной приступ едва не обрывает жизнь художника. Рождество Матисс встречает в больнице. Лидия Делекторская, его добрый ангел, видя, что мастер угасает, идет на отчаянный шаг. Тайком от Анри она пишет его дочери Маргарит: «Жизнь вашего отца в опасности. Операция неизбежна, и только вы можете ее организовать». Для Делекторской это был отчаянный шаг, ведь она прекрасно знала, как к ней относится семья художника, подозревающая ее во всех грехах. Но она понимает, что спасти Матисса в одиночку она не сможет. И ей приходится наступить на горло своей гордости. Маргарит прибывает в Ниццу и разворачивает настоящую спасательную операцию. 7 января 1941 года, вопреки причитаниям врачей, которые клянутся, что больной не выдержит и 10 минут тряски, она грузит отца в поезд. Зима. 12 часов в ледяном вагоне через оккупированные территории. Матисс лежит в каталке в проходе поезда, а Маргарит стоит над ним, готовая защищать отца. Но они благополучно прибывают в Лион, в клинику профессора Вертхеймера. Диагноз поставлен. Это рак. Ситуация критическая, и операция назначена на 16 января. Матисс понимает, это может быть конец. И он начинает приводить дела в порядок. С удивительным хладнокровием он раскладывает по конвертам документы, оставляет завещание. Но самое поразительное – это его письма друзьям. Пикассо, Бонару, Розенбергу. Все они получают от Матисса бодрые, почти светские записки. В них художник как бы вскользь упоминает: «Знаешь, тут предстоит операция небольшая, совершенно пустяковая. Не стоит беспокоиться». Великий мастер сдержанности остается верен себе. Он не хочет, чтобы его жалели. Но было и другое письмо. Письмо сыну Пьеру, написанное на рассвете за считанные часы до того, как его увезут в операционную. В это утро Матисс беспощаден к самому себе. Он подводит итог своей сделки с искусством и признает, что из-за своей одержимости живописью, из-за своей вечной скрытности он превратил жизнь собственной семьи в минное поле. Он берет на себя вину за все семейные проблемы. «Не беспокойся», – пишет он, – «я не собираюсь умирать, просто я привык принимать меры предосторожности». Закрывая глаза под наркозом, Матисс еще не знает, что эта операция подарит ему 13 лет жизни. 13 лет, которые художник называет своим расцветом. Реабилитация была мучительной. У постели мастера дежурили 2 женщины. Это Маргарит и Лидия. И пусть Маргарит с трудом выносила «Снежную королеву», как называл Лидию Делекторскую Матисс, она смирилась и понимала, что никто, кроме нее, так не позаботится об отце. Маргарит едва терпела присутствие Лидии, а Лидия молча все сносила. 8 дней Матисс проводит в бреду, сжираемой лихорадкой. Температура под 40. Врачи уверены – это конец. Но в моменты прояснения на границе между светом и тьмой Матисс ведет главный диалог с самим собой. Позже он признается: в промежутках между приступами боли я спросил себя: «Где ты хочешь быть? Здесь или в холодной могиле?» И ответил без колебаний: «Я выбираю страдать, но я выбираю жить».
3 месяца Лидия и Маргарит выхаживали художника. Но самым тяжелым испытанием был сам Матисс. Боль превратила его в тирана. Он не умел справляться с приступами гнева, раздражался по любому поводу и буквально изводил своих спасительниц. В Ниццу Матисс возвращается другим человеком. Теперь он прикован к постели, но принимает свою новую реальность с поразительным достоинством, даже юмором. Его график похож на монастырский устав. 5 часов сна – роскошь, которую больше он позволить себе не может. Матисс просыпается в 3 часа утра в глухой темноте. Пока весь мир спит, а на улицах Ниццы дежурят патрули, он работает в кресле до самого рассвета. Затем короткая прогулка, попытка поспать до полудня, снова работа. Удивительно, но в этом состоянии между жизнью и смертью Матисс обретает невероятную жажду жизни. Он наслаждается мелочами, вкусной едой, которую удается достать в таких даже самых страшных условиях. Радуется коротким прогулкам и, несмотря на дефицит всего и вся, превращается в доброго ангела для своих друзей-художников. Он каким-то чудом достает дефицитные холсты для Бонара, снабжает масляными красками Руо, а своему старому другу Марке, который укрылся от войны в Алжире, отправляет конфеты. Конфеты? Что за мелочь, возможно, спросите вы. Но в мире, где рушатся империи, государства, сладости были ценнее золота. Матисс признается друзьям: эта операция не просто спасла меня, она прояснила мой ум. Я чувствую себя молодым. Он понимает. Он не знает, сколько времени ему отмерено, чтобы завершить работу всей его жизни. Нельзя терять ни минуты. Писать маслом Матиссу слишком тяжело, но он не отчаивается. Ему есть что сказать миру, но так как живопись требует физических сил, которых у мастера почти не осталось, он уходит в мир графики. Матисс превращает стену у своей кровати в то, что потом называет личным кинотеатром. Он прикалывает к ней свои рисунки, меняет их местами, выстраивает кадры, режиссирует образы прямо из постели. А когда он становится слишком слаб, даже для того, чтобы держать карандаш, он продолжает работать мысленно, разрезая, подгоняя, переставляя линии уже в своем воображении. В это время его лучшими друзьями становятся поэты, умершие сотни лет назад. Пьер де Рансар и средневековый принц Шарль Орлеанский. Матисс говорит, что заглатывает их стихи, как глоток свежего утреннего воздуха. Среди хаоса оккупации он ищет хрустальную, прозрачную поэзию. Он не рисует страдания. Кто-то назовет это эскапизмом, кто-то – смелостью. В мире, который был наполнен болью, страхом и жестокостью, Матисс осознанно выбирает бесполезную красоту. Хотя, разве красота может быть бесполезной? Он иллюстрирует любовную лирику. Его листы наполняются телами влюбленных, сплетающихся в страстных объятиях. Его друг-критик Рувейр даже мягко журит его. «Анри, не слишком ли это эротично? Ведь вокруг война, кровь, голод. Ты рисуешь влюбленных. Не слишком ли эротично для такого времени?» И Матисс отвечает ему в письме: «Разве мое чувство красоты при виде цветов или стройного дерева изменилось за 30 лет? Так почему оно должно измениться при виде женщины? Только потому, что я больше не могу ею обладать?» Рувейр как-то сравнил Матисса с электрической лампочкой. И в 42-м, в самый разгар черного времени, эта лампочка светила ярче всех прожекторов. Матисс сам переписывает старинные поэмы каллиграфическим почерком, украшает их рисунками, отправляет другу, перевязывая манускрипты нарядными цветными лентами с пышными бантами. Эти посылки выглядели как вызов продуктовым талонам. Это был знак величайшего уважения к жизни. Пока враг пытался превратить человека в винтик военной машины, Матисс превращал его в произведение искусства. Он был уже болен и стар, но он делал то, что мог. Он боролся с войной чистотой своего рисунка. Сам Андре Рувейр вспоминал, что видел чудо. Он видел, как к его старому другу через стихи и рисунки возвращается сама жизнь. В июне 1943-го из-за бомбежек Матисс перебирается из Ниццы в Ванс. Там он снял виллу под названием «Le Rêve» и продолжал работать.
Пышный сад виллы, напоминавший ему о путешествии на Таити в 1930 году, стал для художника новым источником вдохновения. В это же время вышел в свет и альбом «Рисунки, темы и вариации», в предисловии к которому Луи Арагон, друг и конфидент Матисса, назвал художника символом надежды для оккупированной страны. В Вансе он познакомился с коллекционером и издателем Эме Магом и его семьей. Маги спешно перебрались в Ванс после ареста Жана Мулена, близкого друга Эме Маги и лидера французского сопротивления, который больше никогда не вышел на свободу и умер под пытками гестапо 8 июля 1830 года. Вокруг Эме сложился узкий круг единомышленников: Матисс, Бонар, Ро, проживавший в Грассе, голландец Гейер ван Вельде и русский художник Иван Пуни, а позже сам Пикассо, обосновавшийся в Аллеросе. Члены этой группы ежедневно общались, поддерживали друг друга и высоко ценили гостеприимство и кулинарный талант Маргариты Мак. Среди частых гостей также бывали Тристан Бернар, Таде Натансон из «Revue Blanche», поэт Пьер Реверди и музыкант Рейнальдо Хан. В этом сообществе царила атмосфера глубокой гармонии. С момента переезда семьи Мак в Ванс и до самой смерти Матисса в 1954 году они общались практически ежедневно. Атмосфера духовного единения и гармонии не могла не поддерживать творческих людей. Матиссу же это помогало справляться с тревогой. Он беспокоился за свою семью. Его сын Жан и дочь Маргарит примкнули к французскому сопротивлению, и он боялся за их жизнь, но понимал, они не могли поступить иначе. В апреле 1944 года Маргарит была арестована. После допросов и пыток ее содержали в тюрьме, а затем отправили в концлагерь Равенсбрюк. Однако Маргарит удалось сбежать, когда поезд с заключенными был обстрелян авиацией союзников. Состав был атакован бомбардировщиками и чудом проехал по мосту через Луару, который вскоре был взорван и остановился в Бельфоре на самой границе с Германией. В наступившем хаосе Маргарит была освобождена почти случайно. Члены местного сопротивления нашли ее в лесу и заботились о ней вплоть до освобождения города. Она выжила чудом. 24 августа 1944 года Париж был освобожден. 3 дня спустя модель, позировавшая Матиссу, вскрикнула, увидев движущуюся мимо окна колонну оккупантов. Матисс даже не повернул головы. «Я не намерен бросать работу, чтобы наблюдать, как бегут немцы», – мрачно заявил он. Ванс был освобожден без стрельбы, не считая 3 случайных снарядов, упавших недалеко от виллы и лишь поцарапавших дверь гаража до ставни. Франция ликует. Повсюду трехцветные флаги, танцы на площадях, объятия, слезы радости. Но этой медали была и темная сторона. Вместе со свободой пришла жажда мести. Франция начинала очищение. Тех, кто вчера пожимал руки оккупантам, сегодня ждала расплата. Девушкам, заподозренным в связях с нацистами, брили головы налысо прямо на улицах. Это был позорный ритуал, который не обошел даже тихий Ванс, где жил Матисс, что уж говорить про Париж. Яростная битва развернулась и в мире искусства. Художников, которые в разгар войны согласились на экскурсию в нацистскую Германию, клеймили позором. Вчерашние кумиры Андре Дерен, Вламинг в одночасье стали изгоями. Репутация Дерена была уничтожена навсегда. Вламинга арестовали. Матисса же нацистская власть признала дегенеративным художником. Возглавил этот процесс очищения никто иной, как Пабло Пикассо. Он стал лицом Национального комитета фронта искусств. Пикассо был на вершине. 4 октября он громогласно вступает в ряды коммунистической партии. На осеннем салоне того же года его триумф. Целые залы отданы под его работы. Он герой, он судья. А что же Матисс? Старый Матисс, который всю войну провел в своей постели, сражаясь с болезнью и рисуя влюбленных, смотрел на эту охоту на ведьм с глубокой горечью. Ему, пережившему арест жены и пытки дочери, не нужно было доказывать свой патриотизм. Но когда истерия преследования докатилась до его близкого круга, он не выдержал. Он пишет своему другу Шарлю Камуэну: «В глубине души я не понимаю, что кому-либо дозволено преследовать людей только за то, что их убеждения отличаются от ваших».
С окончанием войны Матисс вновь оказался в центре общественного внимания. Осень и начало зимы 1945 года были названы сезоном Матисса. После периода затишья и сознательного молчания мастер снова выставляется, и ему есть что показать. Те работы, которые он создавал в тяжелые военные годы, стали его спасением и его манифестом. Во-первых, на осеннем салоне в Париже было представлено 37 последних работ, включая знаменитую румынскую блузу. Ее цветовая гамма, сочетание синего, белого, красного, воспринимались как символ национального освобождения. Репутация Матисса как ведущей фигуры французского и мирового искусства окончательно закрепилась после того, как государство приобрело 7 его работ для открывающегося музея современных искусств, а в галерее Эми Мага с успехом прошла его персональная выставка. Каждое полотно на этой выставке сопровождалось серией крупноформатных фотографий в рамах, которые детально документировали эволюцию образа. Лидия Делекторская вспоминала, с каким колоссальным напряжением Матисс работал над этими картинами. Он был убежден, что каждая из них знаменует новый этап его живописных поисков. Матисс с большим воодушевлением пользовался возможностью продемонстрировать свой творческий метод в галерее Маг. Он неоднократно подчеркивал в беседах с Эмэ, что главная цель выставки – показать постепенное развитие художественного замысла через различные стадии к финальному воплощению. Фотографии служили неоспоримым доказательством того, что за внешней легкостью живописи стоит сложнейший интеллектуальный и технический процесс. Решившись обнародовать эти кадры, Матисс признавал, что понимание пути, пройденного художником, помогает зрителю глубже оценить результат его трудов. Этим смелым жестом он позволил зрителю увидеть, сколько же времени на самом деле уходит на каждое произведение. Он хотел опровергнуть миф о легкости и небрежности своих поздних работ, который мог возникнуть из-за их радикальной простоты и лаконичности. Так, знаменитая румынская блуза была выставлена в сопровождении 10 промежуточных вариантов. Эти состояния картины ныне утрачены навсегда. Матисс безжалостно записывал их один за другим в процессе поиска идеальной формы. Вместо того, чтобы просто показать путь к готовому результату, Матисс буквально обнажил саму работу мысли художника, очень упрощенно говоря, позволил нам заглянуть вглубь своего разума. В этом был весь Матисс. Пока мир делился на черное и белое, на палачей и жертв, на коммунистов и коллаборационистов, он оставался собой, художником. Пикассо праздновал политическую победу, купаясь в лучах славы, а Матисс продолжал свой тихий поиск гармонии. Он не хотел быть судьей, он хотел быть свидетелем того, что красота способна выжить даже в самом пекле человеческой ненависти. Война закончилась. Но для Анри Матисса главная работа только началась. Он вышел из этого пожара восставшим из мертвых, сохранив самое ценное – чистоту своей линии и милосердие своего сердца. Кстати, этот весенний-летний выставочный сезон в Париже ознаменовался очень крупной экспозицией позднего Анри Матисса, которая как раз укладывается в промежуток между 1941 и 1954 годом. Огромные залы, колоссальная по размерам выставка, которая собирает все творческое наследие Матисса за последнюю декаду, полторы практически декады. И придя туда, вы увидите, как иллюстрированы альбом темы и вариации, так и великолепные не иллюстрированные книги, но декоративные книги, как их называл Анри Матисс. Вы увидите работы маслом, вы увидите гуаши, вы увидите декупажи и так далее. Если вы чувствуете, что желание познать Матисса в вас велико, но вы не можете это сделать в одиночку или не хотите это делать в одиночку, то, конечно, мои экскурсии вам очень помогут. Я к вашим услугам, как и для любых других походов, культурных мероприятий, культурного досуга в Париже. Так что обращайтесь, и пока вы смотрите это видео, не забудьте поставить ему сердечко вот здесь где-то внизу, пальчик, лайк, подписка и так далее, чтобы мы с вами всегда оставались
на связи, и не только ментальные и культурные, но и связи 21 века онлайн. С Днем Победы, мои дорогие зрители, слушатели моих подкастов, читатели моего блога и дорогие туристы на экскурсиях в Париже. Я желаю, чтобы над вашим домом, над вашей семьей всегда было мирное небо. И никогда не забывайте, что красота, как завещал нам Анри Матисс, и далеко не только Анри Матисс, действительно прорастает через любые, даже самые большие, самые непроницаемые толщи. Цените эту красоту, любите искусство. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал, фолловить меня на Инстаграме. И до встречи в новых выпусках, на экскурсиях, на новых лекциях. Всего доброго!